Ну что ж, давайте постепенно выходить из режима новогодних праздников и возвращаться в привычную рутину. И где-то в параллельной вселенной я сейчас начинаю это видео со словами: «Хей, Дмитрий Гордон оказался прав! Приветствую вас на последней итоговой сводке войны». Но оставим это сказочникам и фантазерам. Я приветствую вас в этом наступившем 25-м году и благодарю всех, кто смотрит эту сводку и начинает этот год с нами. Больших потрясений ни в одну, ни в другую сторону за праздничные дни не случилось. Район Великой Новоселки по-прежнему находится в полуокружении, а Кураховский карман еще не схлопнулся. Хотя отмечу, что постоянными мелкими продвижениями российские войска фактически уже взяли под свой контроль всю жилую застройку Курахова и большую часть комплекса Кураховской теплоэлектростанции. Об этом еще 1 января сообщил украинский мониторинговый проект Deep State. На прошлой сводке я говорил, что мы пока что не видели видеозаписи от российских военных, демонстрирующих полный контроль над городом. Теперь такие видео в принципе есть. Но, как отмечает и российская сторона, продолжаются бои за остатки теплоэлектростанции. Помимо небольшой части Кураховской ТЭС, незахваченными остаются еще 2 населенных пункта в Кураховском кармане. Это село Дачное, расположенное к западу от Курахова сразу за ним, и село Янтарное, расположенное в долине реки Сухие Елы и соединенное с Дачным прямой дорогой. Основные продвижения за эти выходные дни случились на Покровском направлении. Направление движения здесь то же самое. Такое, каким было и в конце прошлого года. То есть вместо атаки на Покровск в лоб обходит его с юго-запада, пытаясь нарушить цепочки снабжения украинского гарнизона в городе. Село Новоелизаветовка, про которое я на прошлой сводке говорил, что его атакуют, за прошедшую неделю захватили полностью. Также захвачено село Соленое, около одноименной реки, и село Волково. Как я и говорил на прошлой сводке, от текущей линии фронта до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей остается меньше 8 километров. И в связи с этим в заметках некоторых изданий вы можете встретить, на мой взгляд, довольно спорные акценты. Например, издание «Бильд» на русском прямо пишет, что уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область, где боев еще не было. А там помимо миллионов жителей проживают сотни тысяч беженцев. Формально война действительно может и, скорее всего, затронет маленькую часть Днепропетровской области. Например, в зоне риска находится село Новоподгородное Днепропетровской области, которое находится на стыке 2 областей. Но ведь когда люди читают такие заметки, они представляют себе совершенно иную картинку. Они в таких сообщениях видят намеки на попытки захвата еще одной области, на атаку в сторону города Днепра. Я знаю это потому, что на моих прямых трансляциях меня много раз спрашивали, что вот, у меня родственники в Днепре. Стоит ли им опасаться, что будут бои за город? Повторю, что отвечал всегда в таких случаях. Нет, мы не считаем, что предстоят бои за Днепропетровскую область. Скорее всего, на земле боевые действия действительно затронут некоторые села, находящиеся на стыке 2 областей. Но вовсе не потому, что армия России якобы поставила себе цель дойти до города Днепр или города Павлоград. По Курской области изменений вообще никаких. 0. При этом до инаугурации Трампа, то есть до вступления его в должность, осталось 2 недели. И вы могли встречать сообщение, что якобы Путин поставил задачу освободить Курскую область к 20 января, чтобы тем самым лишить Украину козыря в возможных переговорах. Я не знаю, какой генерал СВР все это выдумал. Видимо, люди исходят из того, что Трампу якобы действительно удастся за один день закончить войну. И типа поэтому Путин испугался такой возможности и потребовал к этому дню Курскую область освободить. А после 20 января вы точно так же будете встречать заметки, что Путин поставил задачу освободить Курскую область к очередной годовщине начала полномасштабного вторжения. Опыт этих почти уже 3 лет показывает, что никакая привязка к знаменательным датам не работает. Даже в плане ракетных атак и обстрелов, как правило, эти даты не особо выделяются на общем фоне боевых действий. 2 года назад, в новогоднюю ночь, украинские силы нанесли удар ракетами «Хаймарс» по расположению российских солдат в ПТУ в Макеевке. Тогда погибло больше 130 российских военных. В этом году ВСУ почти удалось повторить тот день. Сначала, 30 декабря, был нанесен удар ракетами Storm Shadow по зданию в городе Львов Курской области. Источники издания «Астра» сообщают, что в результате удара погибло 8 военнослужащих, а еще 22 были ранены. Затем 2 января, то есть 3 дня назад, был нанесен удар ракетами «Хаймарс»
по Дому культуры в селе Ивановское Рыльского района Курской области. Генштаб ВСУ сообщает, что там находился командный пункт российских военных. В подтверждение этого на видео последствий мы видим около разрушенного здания военный Урал с тактическим знаком группировки войск «Север», а также военный УАЗ. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что никто из местных жителей за медицинской помощью в результате этого удара не обращался. Между тем, источники издания «Астра» сообщают, что в результате удара погибли 7 военнослужащих. А знаете, что самое интересное? Это село находится ровно через дорогу от Марьина. Вы, наверное, уже забыли, так что я напомню вам. Конец ноября. Сообщение о первом ударе ракетами Storm Shadow по территории России. Погибшие российские военные и раненый северокорейский генерал в командном пункте группировки войск «Север», который находился на территории усадьбы Марьина. Путин еще тогда даже признал успешность этого удара. От пораженного в ноябре командного пункта в усадьбе Марьина до здания Дома культуры в Ивановском, которое использовалось российскими военными, всего 2 километра. Да, я понимаю, что определенного уровня командной структуры должны быть достаточно близко к передовой. Но сменить дислокацию, просто перейдя дорогу, это сильно. На мой взгляд, одно из самых заметных событий за эти дни, которое может местами немного поменять расклад сил, это первое успешное применение безэкипажных катеров с ракетами. Напомню, что такое безэкипажные катера. На разработанный с нуля корпус катера ставят двигатель от гидроцикла и комплекс спутниковой связи Starlink. Дальше, в зависимости от задачи, на этот же катер может быть заложена взрывчатка, либо он может нести на себе готовые для запуска FPV-дроны, либо на него могут быть установлены ракеты или пулемет. Операторы безэкипажного катера управляют им удаленно через Starlink и атакуют выбранные цели в акватории Черного моря, побережье Крыма или России. Есть модель Магура V5, которым оперирует подразделение Главного управления разведки Украины. Есть модель Sea Baby, он же морской малыш, он же морской малюк, назван так в честь главы службы безопасности Украины Василия Малюка. Sea Baby используется, соответственно, подразделениями СБУ. Обе разработки хорошо зарекомендовали себя в операциях на воде. С помощью них было потоплено множество различных кораблей и катеров ВМФ России. В мае прошлого года впервые были замечены безэкипажные катера «Магура» с установленными на них ракетами Р-73 класса «Воздух-воздух». Класс «Воздух-воздух», по идее, подразумевает, что такие ракеты должны запускаться с воздушного, а не морского судна. Однако украинские инженеры смогли приспособить эти ракеты под необычную пусковую платформу. Обычно ракеты такого класса получают целеуказания с бортового радара воздушного судна, которого у безэкипажного катера нету. Но у ракет Р-73 есть возможность самостоятельного поиска и захвата цели. То есть, условно, запускаешь ракету куда-то туда, а она в полете уже сама находит и захватывает цель. До самого конца 2024 года мы так и не увидели применения этих ракет. И вот наступает 31 декабря 2024 года. Главное управление разведки Украины выпускает видео, снятое с безэкипажного катера, который пускает ракету «Воздух-воздух» и сбивает вертолет Ми-8, в результате чего последний на видео падает в воду. Факт потери вертолета и гибели экипажа подтверждается скромными постами российского военного Алексея Воеводы, а также его близко к российским военным телеграм-каналами Fighter Bomber и Helicopter Pilot. В сообщении Fighter Bomber особенно примечательно то, что он пишет о больших потерях. Конкретно он опубликовал фотографию вертолета Ми-8 с подписью «Столько лучших парней за раз мы не теряли с 22 года». При этом в мае 23 года украинские войска организовали засаду и сбили в воздушном пространстве над Брянской областью 2 вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35. Тогда погибло не меньше 8 человек. Но файтер-бомбер мог забыть про тот инцидент или не учитывать погибших летчиков самолетов. Так что пока что сложно сказать, сколько человек было в сбитом 31 декабря в вертолете Ми-8. Затем наступает 2 января. Главное управление разведки Украины опять сообщает об успешном применении ракет с безэкипажных катеров и заявляет об успешном сбитии уже 2 вертолетов Ми-8 и подбитии еще одного вертолета неназванной модификации, который смог успешно приземлиться. Файтер-бомбер снова публикует скорбный пост о гибели экипажа вертолета. Но вот что интересно, при этом он прикрепил фотографию вертолета Ми-28. Был ли этот Ми-28 тем самым 3-м подбитым вертолетом, который якобы успешно сел? Или, может, ГУР неверно идентифицировали один из сбитых вертолетов? Пока непонятно. Хотя спутать Ми-8
и МиГ-28 даже на очень плохом качестве видео почти невозможно. Они очень различаются внешне. Так или иначе, у российской авиации над акваторией Черного моря теперь есть новая серьезная угроза, которой придется противостоять. А у украинских сил, в свою очередь, теперь больше возможностей атаковать различные объекты на воде, поскольку раньше вертолеты заметно мешали безэкипажным катерам. Мне особенно интересно, что такого украинские инженеры изменили или внедрили за прошедшие полгода, что внезапно стало получаться. Ведь напомним, что впервые эти катера с ракетами Р-73 класса «Воздух-воздух» мы увидели еще в мае прошлого года. Но, очевидно, ответ на этот вопрос составляет государственную тайну. В Украине продолжает развиваться скандал с формированием новых бригад. Часть этих проблем я уже освещал в сводках. Например, когда говорил, что украинское командование часто критикует за то, что свеженабранных людей направляют на формирование новых бригад, вместо того, чтобы пополнять уже существующие опытные бригады, несущие потери. 31 декабря украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал пост в Фейсбуке, в котором описал ситуацию, сформированной в прошлом году на деньги Франции 155-й бригадой «Анна Киевская». В этой публикации Бутусов описывает прошлогодний план Зеленского, исходя из которого Украина обеспечит набор людей для 14 новых бригад, а западные союзники помогают с их обучением и поставляют для них вооружение. Как вы помните, в различных интервью в прошлом году Владимир Зеленский действительно упоминал 14 бригад и еще жаловался на то, что поставленных вооружений не хватает для обеспечения даже 3 из 14 бригад. Так вот, Юрий Бутусов пишет, что из-за проблем мобилизации, из-за того, как она осуществляется, 935 военнослужащих бригады бежало еще до ее отправки на обучение во Францию. А я напомню, что бригада – это обычно 3,5-4,5 тысячи человек. Еще 50 военнослужащих бригады, оказавшись на обучении во Франции, запросили там политическое убежище. После обучения бригада дробилась на отдельные подразделения, которые раскидывались по разным участкам фронта. Кого-то просто после обучения переводили в другие формирования. Плюс пополняли бригаду свеженабранными людьми, которые не прошли обучение. То есть, вместо того, чтобы направлять новых людей в уже существующие бригады, несущие потери, сформировали новую бригаду, обучили ее, а после обучения раздербанили, чтобы в том числе пополнить существующие бригады. И в дополнение ко всему, бригаде не дали беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Вследствие всей этой чехарды бригада понесла существенные потери в боях. Кризис украинского командования и управления войсками – это сейчас один из самых серьезных вызовов, с которыми сталкивается украинская армия. Многие сейчас пишут аналитические материалы на эту тему. Например, бывший украинский военный, действующий в Твиттере под никнеймом Татаригами, который уже довольно давно сформировал свою аналитическую команду Front Intelligence Insight, написал большой материал о проблемах украинской армии, о необходимости реформ. Многие упрощают описание всех проблем до фразы, что маленькая советская армия не может победить большую советскую армию. Под этим имеется в виду оставшиеся с советских времен привычки врать начальству, завышать показатели, не докладывать о провалах. Что, в свою очередь, приводит, например, к таким ситуациям, когда вы не знаете, что на соседнем от вас участке фронта подразделение оставило свои позиции, и ваш фланг теперь обнажен. В результате чего вы потом попадаете в окружение. Команда Front Intelligence Insight справедливо подчеркивает, что никто не хочет брать на себя ответственность. Украинское руководство винит в нестабильных и задерживающих поставках оружия западных партнеров. А западные партнеры, в свою очередь, обвинят руководство Украины в неспособности набрать необходимое количество людей. В действительности проблема многогранна, и обе стороны по-своему правы. Необходимо проводить реформы и выкорчевывать старые советские привычки и систему управления. Конечно, ровно аналогичные проблемы есть и у российской армии. В различных итогах года на разных YouTube-каналах я подчеркивал, что смена министра обороны России ожидаемо никак не повлияла на качество управления войсками. Как была российская армия фотоотчетными войсками, так и осталась. Командиры на местах продолжают врать начальству, несмотря на все эти популярные девизы вроде «ошибаться можно, врать нельзя». И, казалось бы, заявляешь такой девиз? Ну так подай пример. Начни с себя. Например, расскажи, сколько российских солдат погибло на этой войне. Пускай массовое российское общество узнает и ужаснется, что в этой войне погибло больше солдат, чем в Афгане и обеих чеченских кампаниях вместе взятых. Тем более, что Минобороны России уже очень давно не называла свежие оценки российских потерь. Но нет, страшно. Молчат. Вот такие новости у нас были за эти прошедшие дни. Увидимся с вами, как всегда, через неделю. До встречи и пока.